Дорога не установленная. Сегодня, в этот прекрасный день, у нас снова одна очередная мрачная история. Железные дороги, лагеря, Сталин, незавершенное строительство и вот это вот все, что вы так любите. Ранее я выпустил ролик про так называемую 501-ю стройку, часть трансполярной магистрали. Ролик этот вам вроде как понравился, и в нем я упоминал, что существовали еще и прочие подобные проекты. Перед отъездом летом 23-го на Кольский полуостров для съемок этого видео я решил перезалить на этот новый канал ролик в 4К разрешении и с очищенными авторскими правами, так что для освежения памяти можете пересмотреть. Ну а теперь настало время рассказать и про еще одну недостроенную железную дорогу. Именно поэтому я сейчас стою на станции Титан, за моей спиной прекрасный электровоз, чтобы отсюда начать свое повествование про очередное незавершенное сталинское строительство. Поэтому начнем. У дороги этой имеется несколько названий. Она известна и как Кольская железная дорога, или Транскольская магистраль, и также получившая во время строительства в рамках секретности номер 509 и еще одна 511, то есть название строительство 509 или строительство 511. Про оба этих строительства я в этом видео и расскажу. Номера 500 серии тогда, в конце 40-х, получали строительство ведомственные Главному управлению лагерей железнодорожного строительства МВД СССР. На Ямале одна трансполярная железная дорога носила два номера – 501 и 503, из-за удобства и разделения строительств на участки. Здесь же это две разные железные дороги, не связанные друг с другом по земле, но связанные смежным строительством, хотя судьба у них абсолютно разная. Но обо всем по порядку. Первая железная дорога на Кольском полуострове, как я уже однажды рассказывал в ролике с поездки на грузовом поезде из Мурманска в Петрозаводск, появилась перед закатом Российской империи. Построили ее в 1916-1917 годах для связи Петрограда, на тот момент столицы государства, с только что построенным новым портовым городом, как раз из-за затянувшейся тогда Первой мировой войны. Война эта высасывала все ресурсы из государства, и для того, чтобы союзники могли оказывать помощь экономическую и непосредственно материальную, на Северном океанском побережье, близ небольшого рыбацкого городка Кола, воздвигли город Романов на Мурмане. Название он получил в честь царской династии, естественно. Сейчас это Мурманск. Собственно, строительство было закончено в форсированном темпе в 1917-м, и примерно тогда начали появляться идеи о расширении сети железных дорог на всем Кольском полуострове, так как он, полуостров, что тогда, что и сейчас практически не был заселен, и цивилизации в восточной его части до сих пор никакой нет. А это, к слову, открытое океанское побережье, которое в нашей стране не сказать, что много. Как же так? Ведь тут можно напихать еще больше портов и военно-морских баз. А о каких базах с портами можно говорить, если к ним не ведет никакая инфраструктура или путь снабжения и вывоза? В поздние царские и ранние советские годы предпочтение, естественно, отдавалось железным дорогам. Не было технически тогда транспорта, способного обеспечивать такую же грузовую способность, как железная дорога. Поэтому и автодороги строить было задачей второстепенной. Как сделаем, мы вас пригласим. Обратимся к картам. Как мы видим, на востоке полуострова практически ничего нет, не считая десятка глухих деревень, в которых и планировалось размещать все эти военно-морские базы, торговые порты и аэродромы. Этот абсолютно дикий и первозданный край, куда добраться сейчас можно или воздушным, или гусеничным транспортом, ну или зимой по немногочисленным снегоходным зимникам, что мы делать, конечно же, не будем. Нет тут и телефонной связи, потому что попросту не для кого ее тут делать. Только дичайшая тайга, красивая северная природа и невысокие, но все-таки горы. Собственно, про горы и продолжим. Примерно с 18 века этот край начал активно посещаться различными геолого-разведывательными компаниями и группами. И вот уже в 30-х годах 20 века на основе экспедиций, прошедших ранее, исследователи Ленинградского геолого-разведывательного треста выявили помимо многих ископаемых и месторождения высокоглиноземистого сырья, необходимого для производства алюминия. По объемам оно тогда оценивалось как первое место в мире. Помимо этого, тут достаточно и других полезных ископаемых, которые тогда еще не были обнаружены. И вот, сочетание новой железной дороги и наличие этих полезных недр
побудило появление нового города на карте нашей страны, на месте разъезда Белый. Образованный в 1926 году, поселок насчитывал всего 7 жителей. В 1930-му рядом основали совхоз «Индустрия», как раз из-за открытия и начала разработки хибинских месторождений, где производили добычу апатито-нефелиновых руд, и уже к 1935-му он становится рабочим поселком городского типа с включением в него совхоза «Индустрия». Так на карте появился город Апатиты. Также по соседству в 1931 году появился еще один населенный пункт – Хибиногорск, который через 3 года после основания переименуют в Кировск. Я думаю, вы уже много раз видели в сети фотографии заброшенного железнодорожного вокзала города Кировск. И вполне возникает логичный вопрос, а зачем на тупиковой линии, куда не предполагается большой пассажирский поток, строить такой грандиозный вокзал? По распространенной версии, вокзал был построен по ошибке чиновников, и якобы предназначался он для города Кировска, который в Ленинградской области. Но, как и обычно, все самые невероятные cool-story появляются спустя десятилетия. Так и тут родилась эта легенда. Посмотрите, как выглядит Кировск Ленобласти, и подумайте, зачем тут такой вокзал, в котором, кстати, также имеется тупиковая железная дорога. Более реальной выглядит версия, что вокзал строили для проведения Всемирного конгресса горняков, пройти который должен был в Кировске. Так оно или нет, я не знаю. Но, как по мне, более реальной является версия, что, возможно, это был задел на будущее, как раз таки для будущей Кольской железной дороги. По датам тут, конечно, полное несоответствие, но кто знает, когда там появились первые наметки всего проекта железнодорожной сети на полуострове. Может, уже тогда хотели сделать из Кировска локальный ЖД-узел. В любом случае, здание грандиозное, однако сейчас оно является скорее грандиозной заброшенной достопримечательностью города. К слову, таким же помноженным на атомы тут является и аэропорт. Но не стоит думать, что дорогу тут строили без предварительного исследования и планов. Руководство страны понимало необходимость строительства дороги еще в предвоенное время, причем еще до того, как началось сооружение военно-морской базы в бухте Йоканге. Приоритет в те предвоенные годы отдавался строительству дорог в западной части полуострова во время Зимней войны с Финляндией. Тогда были построены ветки на Ваенгу, так называемое особое строительство номер 33, сейчас это Североморск, строительство номер 105, линия, ведущая в Алакурте от станции Ручьи Карельские, что на основной Мурманской железнодорожной линии, и стройка под номером 106, которая и ныне тупиком заканчивается в городе Ковдор. Эти две рокадные линии строились в первую очередь потому, что, помимо экономического, имели прежде всего и военное значение, связывали Кировскую магистраль, так тогда называлась Мурманская железка, с приграничными районами, где велись боевые действия. После окончания Зимней войны и включения новых территорий в состав Союза, взгляды руководителей государства переключились на восточные края полуострова, но тут уже помешала Вторая мировая война. На этом моменте плавно перейдем к непосредственному строительству железного пути. С историей и замыслом такого расширения железнодорожного сообщения вроде разобрались, а теперь сопоставим перспективные базы и порты, так необходимые для государства, и богатейшие месторождения сырья, никем не добываемые. Плюс ко всему, опыт с Мурманской железкой и незамерзающим портом показал на практике всю важность подобных строек. Прежде чем выходить непосредственно на будущие строительные участки, предусматривалось производство предварительных и окончательных изысканий как минимум на первые 60 километров линии. Аэрогруппа выполнила годовой план по аэрофотосъемке полностью, а это ни много ни мало целых 3000 квадратных километров. Смогли бы и больше, только имели они лишь один самолет для съемки. И вот 25 августа 1951 года секретным постановлением Совета министров Союза было положено фактическое начало 509-й стройки железнодорожной линии из Апатит через Кейвы в Паной, расстоянием основной линии в почти 400 километров, с ответвлением к бухте Йоканга и на поселок Лесной, в то время центр Терского района. В сумме это давало 568 километров всей длины со всеми ответвлениями новой широтной магистрали. Но это по информации из статей в интернете. По факту, мне кажется, километраж должен быть больше. Строительство поручили МВД.
у которого было главное управление лагерей железнодорожного строительства с бесплатной рабочей силой. Для непосредственного производства работ предполагалось использовать 15 военно-строительных батальонов и 5000 заключенных. Планы были жесткими, но стройка стала сбоить с самого начала. 16 октября из Сталина прибыл первый этап – 284 заключенных без охраны. 27 октября колонна впервые вышла на работу, а 28-го прибыла спецэтапом колонна из Печорлага. На нее возлагали большие надежды, как на организованный отряд, закаленный в тяжелых условиях и готовый к работе. На деле колонна была сформирована без учета, куда и зачем идет. Лишь в 1952 году все силы были брошены на основное задание – освоение трассы на 110-м километре и укладку 50-километрового рельсового пути. Темп строительных работ на 509-й был невысоким, а количество заключенных относительно других подобных проектов – малым, всего чуть более 4000 человек. Поэтому и объем выполненных работ к 1953 году существенно отставал от того, что запланировали. Для ускорения строительства на возводимую дорогу были отправлены и военно-строительные батальоны. Остатки бараков на 82-м, 100-м, 119-м и 137-м километрах, которые многие ошибочно принимают за гулаговские, являются на самом деле ничем иным, как строительными городками этих самых стройбатов. Лагерные пункты же располагались на 45-м, 56-м, 62-м и 72-м километрах. Но зэки не работали только в пределах этих лагерей, и зачастую военные и заключенные перемешивались уже на своих строительных участках. Фактически было сделано. По западному отрезку от станции Титан была проложена ЖД-трасса до 110-го километра, то есть насыпь, но рельсовый путь был проложен только на протяжении 40 километров. Также была проложена грунтовая автодорога на этом участке и обустроены лагеря вдоль трассы. Была проложена линия связи до реки Кица и временная до 120-го километра на лесозаготовительный пункт. Ну и вдоль бывшей трассировки самой железной дороги вот заехали в поселок Октябрьский, ныне полностью заброшенный. И даже, естественно, трудно сказать, и даже трудно понять, вообще имеет ли это здание какое-то отношение к тем лагерям, с которого Октябрьский вообще начался. Но выглядит так, как будто имеет. Пожелаем ему здоровья. Наше непосредственное движение по бывшей трассировке 509 началось в поселке Октябрьский, который, как я думал, уже заброшен, как и рядом расположенный аэродром Умбозеро. Но нет, на аэродроме была охрана, а в поселке до сих пор проживают люди. И пока Саня лазала на местную вышку, надеясь хоть на какой-то красивый вид, я был приглашен на беседу с двумя местными мужиками, один из которых, правда, был уже не в состоянии стоять на своих двоих. Собственно, после этого разговора ни о чем и обо всем сразу мы и выехали на насыпь железной дороги. Но вот это вот все, что осталось от лагерного пункта на разъезде 62-й километр. По крайней мере, все, что нам удалось отыскать. Какие-то вот руины деревянных, землянок, бараков, хер поймешь. Все уже в достаточно печальном гнилом состоянии, что даже не сразу даже увидишь это. Пришлось тут пешком еще погулять. От озера Верхний Варньявр на север должна была отходить линия к северному побережью полуострова, в незамерзающую бухту Йоканьга. Насчет этого места расскажу чуть подробнее. Такое причудливое название вы сейчас на карте не встретите, а если будете вбивать в Яндексе название Йоканьга, вас отправят в путешествие в Зато Островной. Это по факту одно и то же место, но с разными названиями. Один из самых маленьких городов России на данный момент, и уж точно с одним из самых экзотичных расположений. Это поселение меняло свое название весь 20 век, когда в конце Первой мировой войны тут задумали построить, угадайте что? Да, базу военно-морского флота. Поселение это носило саамское название – Йовке-Сиит, ну или как-то так. Или, проще говоря, Йоканьгский погост. Базу так и не построили. Проигранная Первая мировая, две революции, как-то не до того. А вот уже после снова пошла череда переименований. Сначала просто в Йоканьгу, потом в Гремиху. И через 11 лет, в 1981, нарекли по всем канонам секретности.
Мурманск-140. Уже после развала Союза населенный пункт назвали зато Островной. Это название оно и носит до сих пор. В это закрытое административно-территориальное образование входит еще несколько населенных пунктов, стремительно умирающих и забрасываемых. Пункт базирования все-таки сделали во время Второй мировой. Стояли тут тральщики. После войны тусовались дизельные подводные лодки, а после апгрейда и атомные ракетоносцы. В истории база осталась с названием Гремиха, в отличие от городка. Всю новую историю база являлась скорее помойкой ядерных отходов, нежели чем полноценной базой военно-морского флота. Никакого наземного сообщения тут так и не появилось, а связь с цивилизацией осуществлялась и осуществляется до сих пор при помощи кораблей и вертолетов. Но попытка связать отдаленный городок со страной предпринята была. Вдоль дороги строились и городки, прокладывалась автодорога, а также линия связи. Кроме этого, организованная подготовка строительства вела лесозаготовки. Лес шел и на собственные нужды, и на шпалы для железного пути. Специалисты построили лесопильный цех, где работали 2 лесопилорамы и 2 шпалорезки. Материально-техническое обеспечение отставало от потребностей стройки, а механизация была минимальная. Все работы в основном велись вручную. Главным транспортным средством были лошади. Почти 80 грузовых автомобилей, имевшихся в распоряжении, не могли обеспечить всю потребность в логистике. Несмотря на все трудности, в 1953-м быт был по большей части налажен. Но смерть Сталина поставила крест и тут. 18 марта 1953-го МВД было освобождено от, цитата, «несвойственной ему производственной деятельности». Лагерь был передан в состав Белоречьлага, расположенного на станции Апатиты. Большая часть военно-строительных батальонов была переведена в Печенгу, на 511-е строительство. Все, что успели тогда построить, передали в ведомство Кировской железной дороги. И, пожалуй, единственным практически пригодным к использованию участком этой стройки стала линия до Умбозера. Ну и тут все очень неоднозначно. Станция Лавозеро в поселке Ревда, как и линия, строилась под эксплуатацию Лавозерским ГОКом и была открыта в 1967 году. Линию хоть и доделали в качестве ведомственной дороги на треть состоящей из ранее строящейся 509-й, но и это умудрились забросить. В 2007 году горнообогатительный комбинат обанкротился из-за слишком эффективного менеджмента, и линию начали разбирать. Сейчас она представляет из себя вот такое печальное зрелище. А вот так вот выглядит бывшая, скажем так, линия железной дороги, то есть все верхнее строение пути вынули. А то, что здесь раньше проходили пути, можно понять. Вот по вот этому переезду из асфальта пути выдирать не стали. Место, где автодорога в сторону Умбозера из Кировска, не доезжая нескольких километров до моста через реку Умба. Ну и вот здесь вот прекрасно видны шпалы, охотничьи гильзы, насыпь. То есть все как надо. Поэтому все объекты, которые мы видели на 509-й, катаясь тут на Гранте... Ай, блядь. Сталин, блядь, где рельсы? Это были скорее остатки той лавозерской линии, нежели чем оригинальные от 509-й. А теперь расскажу немного о былых подвигах. 4 года назад, бывавший впервые в этих красивейших местах, садили мы тогда хоть и недостаточно глубоко, но в штольню Расфумчорского рудника, где недурно словили эмоций от выезжающего из-за поворота грузового состава, набитого рудой. Но вернемся в контекст исторический. А теперь давайте посмотрим, что же осталось на день сегодняшний. Что же касается нашего личного посещения, снова обратимся к карте. По ней видим, как была запланирована вся 509-я стройка, все, что было нарисовано в планах, а теперь появился участок, который построили позже для нужд Лавозерского ГОКа. Видно, что примерно на треть он пролегает по трассировке бывшей 509-й, а теперь показываю и то, что именно нам удалось проехать. Как вы понимаете, это совсем немного, но и справедливости ради, сохранившихся артефактов той самой сталинской стройки тут практически нет, как и исторических фото или видеоматериалов. Ну или мне попросту не удалось их найти.
Если бы мы поехали дальше на восток, там, по сути, кроме насыпи ничего бы мы и не встретили. То, что вы сейчас видите на экране, это видео с канала «Перекати Кольский». Даже по видео становится понятно, что насыщенность тут минимальная, из чего можно понять, что дорогу бросили на достаточно ранней степени строительства, а наиболее готовый участок был не более 50 километров на восток от старта строительства. Наиболее сохранившимися артефактами того проекта являются, пожалуй, два моста. Первый через реку Умба. Так, ну и собственно мы приехали к реке Умба. Здесь вот действующий автомобильный мост, видимо, бывший когда-то автомобильным мостом. Ну, видимо, он был очень узкий, поэтому построили новый, не знаю. 4 года назад, в 2019-м, когда мы в начале июня здесь путешествовали с Андрюхой и Игнашкой вот по Кольскому, была свежая еще новость, как в мае 2019-го некие умельцы спиздили металлический пролет моста 509-й стройки, который находился вот здесь. Вот так вот это выглядело, а вот так вот это выглядит сейчас. Тут даже, блядь, художественный фильм не приплетешь. Ну и вот так вот это все выглядит сверху. Здесь один путь железной дороги, точнее уже просто шпалы. И паровозик здесь уже никуда не сможет. И второй мост через реку Кица, а точнее его железобетонные быки. Опоры моста хоть и сделаны капитальными, но планировалось пролеты делать сначала деревянными, как временные, а уже после модернизировать на металлические. На фотографиях из интернета видна и опалубка, оставшаяся со времен строительства. Мост через Умбу изначально был сделан металлическим, единственным на всей дороге. Он был восстановлен и использовался вплоть до 2007 года, когда Лавозерскую дорогу вывели из эксплуатации. Вот такой бы вид мог открываться, если бы мы тут ехали на чем-то железнодорожном, но мы едем все еще на гранте, и чем дальше мы едем, тем сложнее пробираться. Да, давно в песочке не были. Короче, снимать 509-ю оказалось настолько же сложнее, насколько здесь и Сохран, блядь, по сравнению с 501-й. Что-то здесь пошло не так. Не догребли, ребята. Восточное плечо у нас остается неосмотренным, потому что проезжать по таким местам, я не знаю, надо либо на каких-то гипервездеходах, явно не на гранте, ну а нам за эти приключения никто не платит, поэтому представляйте в своем прекрасном воображении под мой унылейший голос. Знаете, в жизни бывают такие моменты, ну, когда ты идешь, ничего не происходит. Вот ты куда-то ехал очень долго, но ничего не происходит. Жизнь преподносит тебе новые сюрпризы. Ты вот, блядь, зачем нахуй? Из этого сметану не взобьешь, не вылезешь. Нахуярился. Больше летать не будешь. Ну, собственно, и максимум, до которого мы дошли, пожираемые комарами и прочими слепнями, это мост через Кицу возле Умбозера. Вот такой вот он. Тоже переделанный комбинатом. Ну и, в общем-то, и все. На машине мы сюда не проехали, шли пешком последние километра 2 по шпалам. Поэтому будем возвращаться обратно. Помимо обслуживания горно-обогатительного комбината, официально временная линия обслуживала и крупную воинскую часть рядом с поселком Ревда. Кстати, о нем. Поселок Ревда, в котором располагается станция Лавозера, возникает некая путаница, потому что одноименный населенный пункт, в котором управление ГОКом располагалось, ЖД-станции не имел. А вся путаница с названиями возникает из-за того, что станция Ревда уже есть, правда, в Свердловской области и с другим ударением. Кстати, через эту станцию я имел удовольствие проезжать на крыше пассажирского поезда в поездке на Байкал. А вот так вот выглядит бывшая станция Лавозера, точнее то, что от нее осталось и что с ней сделали ироды с Лавозерского ГОКа, к которому она и вела из Кировска. Это единственное, что хоть как-то могло было бы сохраниться от 509-го проекта, но, как видим, и здесь ровным счетом ни черта. Сейчас попробуем вот в ту сторону, в сторону Кировска, вдоль Умбозера. Вдоль него проедем в сторону Кировска, сколько сможем, а там поглядим. Может, что интересное не найдем.
Красиво, можете подумать вы. Знали бы вы только в каком это очке. Что-то с 509 вообще все тяжко. Снова кроме шпал ни хрена. По пути на юг, по так называемой дороге 1000 ручьев, условной автодороге по бывшей железной дороге Кировск-Ревда, мы с трудом отыскали еще и останки маневрового тепловоза, который по рассказам сошел с рельс в 2002 году, но поднять и поставить на пути с помощью крана его так и не смогли, поэтому и оставили лежать на обочине. От него практически уже ничего не осталось, а те гнилые остатки мы искали минут 20, но все-таки нашли. Бобры пидорасы, поэтому мы здесь, скажем так, попытались, но рисковать не будем, потому что нам еще обратно возвращаться, а хуй его знает, что там дальше будет. По видосу интересного там ничего впереди не ожидается, поэтому вернемся в обратку и будь что будет. А бобры пидорасы, да. Но прежде чем встрять у этой импровизированной дамбы из досок и развернуться обратно, мы посетили и рудник Умбозера, который является второй площадкой того самого Лавозерского ГОКа. Рудник представляет из себя убер-печальное зрелище, даже по меркам обычных заброшек, а все штольни в нем оказались затоплены. Подробнее я расскажу об этом посещении в ролике, в котором будет отображена вся наша поездка по полуострову. К первой площадке ГОКа, что в Лавозере, мы, конечно, тоже подъехали, но никуда не ходили, потому что людей там достаточно и какая-то деятельность ведется. И судя по новостям, заведует там теперь Росатом. А подробности про это место можете посмотреть на канале МШ. Ответвление на юг от Октябрьского до Умбы, который в те времена именовали поселком Лесное, там мы нигде проехать даже и не пытались, хотя в самой Умбе мы при этом были. И никаких следов железнодорожного строительства обнаружить не смогли. Как я понял, рельсовый путь успели проложить только до аэродрома Хариусный, а никакой точной трассировки или схем мне найти не удалось. Но по спутниковым снимкам можно предположить, что грунтовка, которую тоже называют 1000 ручьев, проезжаемая только на внедорожниках, проходит как раз по той самой насыпи железной дороги. Если кто-то знает подробности про это ответвление, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно почитать. Короче, снимать 509-ю задача очень нетривиальная. Самый дальний лагерь располагался примерно тут, назывался он Кульёк. Дальше на восток от этого места ни строительства, ни лагерей не было. Разве что только просека, не доходящая до конечного пункта устья реки Паной. Чего не скажешь о 511-й стройке. Переместимся из прекрасных Хибин чуть севернее. Пригород Мурманска, городок Мурмаши. На фоне вы сейчас видите до сих пор строящийся мост, который будет служить на линии от станции Выходной, откуда мы с вами в прошлом году на ТХ отправлялись, до станции Лавна. Для нового морского терминала Мурманска, ну и для всего Мурманского транспортного узла. Очень показательная история, как чуть более 45 километров электрифицированной дороги строят с 2014 года, вложив сюда уже более 30 миллиардов. И это уже по устаревшей информации. Но, как видим, дорогу до сих пор не построили. Но мы тут не для этого. Именно отсюда чуть более 70 лет назад со станции Мурмаши начали строительство 511 проекта железной дороги от Мурманска на запад, в сторону бывших финских территорий, где сейчас находятся нынешние городки Печенга и Никель. А тогда это были финские Петсамо и Колосьюки. Когда 509 проект был отменен и все строительные работы свернуты, стройбаты и зэки, которые не попали под амнистию, были распределены на другие проекты. Большая часть была отправлена на 511-ю. Кто-то угодил в Монголию на строительство железной дороги до Китая. 511-е строительство, хоть и было по факту закончено, длилось оно немалых целых 10 лет. С 51-го еще при Сталине, силами заключенных и военных, по 1961 год, уже при Хрущеве. Для такой железной дороги и ее важности срок получается очень большим, а учитывая, что электрификации, крупных станций или каких-либо особо сложных искусственных сооружений тут тоже нет, то сроки строительства кажутся еще более невообразимыми. Из этого можно еще и сделать вывод о количестве заключенных, привлеченных к строительству. Их было несравнимо меньше, чем на той же 501 или как на Беломор-канале. Тут, как мы видим, автодороги, идущей рядом с железной, практически нет, поэтому я покажу современное состояние 511 лишь частично, а она
хоть и не сразу, но была построена и действует в кавычках до сих пор. Тут стоит объяснить чуть подробнее. Проехать до Лиена-Хамари у нас не вышло, так как весь этот район считается пограничной зоной с контрольно-пропускным пунктом, который проехать у нас получилось, но было это ранним утром, а мы уже изрядно не спавшие после посещения Ура-Губы и заброшенного хранилища ядерных боеголовок. Планировали поспать как раз где-то в районе Никеля. Так вот, на этом КПП пограничник, смотря наши документы, и интересовался, куда мы такие собрались. Сейчас время у нас 10 утра, и нам сказали до 18:00 вернуться обратно, потому что в пограничной зоне спать нельзя, а мы, чуть больше 12 часов уже не спали, вот, и как бы сейчас едем, думаем, а что вообще снимать-то там, блядь, тогда? Можно, конечно, выйти с дороги, просто снять трусы и покричать. Тоже веселое занятие. В общем, все, что я хотел, вряд ли получится снять, поэтому не знаю даже. Хотелось мне посетить еще и населенный пункт Лиена-Хамари. Пытались мы сюда проехать, конечно же, чтобы поснимать в первую очередь для видео этот район, где должна была заканчиваться железная дорога, а также посмотреть на весьма любопытный памятник в виде носа корабля, выглядывающего прямо из скалы. Находится он на въезде в Лиена-Хамари. Памятник этот был установлен в советские времена в честь военных заслуг местных моряков. Смотрится очень незаурядно, но не судьба была осмотреть его воочию. Также в окрестностях этого поселка, который во время Второй мировой был финским и, кстати, единственным океанским портом Финляндии. Так вот, тут помимо прочего еще и заканчивался Атлантический вал, про который, я надеюсь, вы уже в курсе из моего видео про организацию Тотто. Здесь на скалах немцы успели построить несколько побережных артиллерийских батарей для подавления огнем советских войск и кораблей Северного флота. Местами, где автодорога проходила рядом с железной, меня все не покидала мысль о том, как было бы эпично тут проехать непосредственно на грузовом поезде. Но, к сожалению, эта линия сейчас используется всего лишь одним рабочим поездом, только для того, чтобы поддерживать эту линию в надлежащем состоянии. Нам, кстати, совершенно случайно посчастливилось встретить этот поезд на станции Пяйве, так как только туда мы смогли проехать по автодороге вдоль трассировки 511 со стороны Мурмашей. Поезд этот, кстати, вы сейчас и видите на экране. А вот так выглядит подъездной путь, отчасти тоже 511 строительства, к Заозерский, то есть там дальше Заозерский и все вот эти дела. А это у нас 70-й километр остановочный пункт был. Здесь тоже все похитили. Это построено, конечно, не в рамках того сталинского 511 проекта, а много позже, когда уже база Севморфлота появилась. К слову о бытовухе. Ночевали, если можно так выразиться, в условиях полярного дня, мы либо прямо в машине, разложив багажник и задние кресла, либо изредка снимали посуточные квартиры. Ну и вот, собственно, вот так выглядит единственное место, где 511 соприкасается с новой строящейся линией, которой, как вы видите, еще нет. Ну и все, и дальше они снова будут разъединяться, потому что дороги разного назначения, и поэтому они никак не связуются между собой, в общем-то. Но я думаю, пару съездов все-таки сделают. Ну а вот, собственно, уже та самая 511. И на удивление тут накатик даже есть. Вполне себе хороший. Чему я очень даже удивлен. Вот так вот это все выглядит. Естественно, ни контакта, ничего нет. Столбик с 500 метром. На отдельной шпале такой вынесенный. Шпалы тоже, естественно, деревянные. Сейчас, может, получится на какой-нибудь рельсине год найти. И температурные стыки тут очень даже бодрые. Примерно в 3 сиги размером. Ездили мы хоть и летом, в начале июля, это вовсе не значит, что и одежда у нас должна быть летняя. Погода тут, мягко говоря, освежающая. Хоть большую часть времени и светило ослепляющее солнце, но я зачастую был в легком пальто. Приехав таки в поселок Пяйве, мы погуляли на станции. Работница станции, которая вышла на перекур с Ашкюди, по нашей просьбе, любезно налившая нам кипяток в термос, рассказала нам, что кроме этого поезда тут больше ничего и не ездит. Пассажиров тут возить особо и некуда, а грузы с никеля вывозят автогрузовиками. А о военных базах и аэродромах, я думаю, и рассказывать не стоит. С ними и так все понятно. Как-то вот так выглядит входная горловина на конечную для нас станцию по этой стройке Пяйве.
полный тлен. Ну, накат есть только по одному пути. То есть станция, очевидно, не особо уже используется. Пойдем посмотрим весь поселок и, может, какое-нибудь здание вокзала, если осталось. Ну, вот так уже изгаженно выглядит само здание вокзала станции Пяйве или Пяйве. Раньше там надписи поинтереснее были. Ну и цвет, я думаю, был более приятный. Циферблат даже какой-то. А сейчас, да, все как-то очень грустненько. Ну и вот так вот сама станция выглядит. То есть тут всего 4 пути. Где-то на самой станции даже всякие служебные вагоны встречаются, светофоры все рабочие, но движение, я так понимаю, тут крайне минимальное. А вот, собственно, и тот самый рабочий, который тут раз в сутки ходит. То есть у нас тепловоз, один пассажирский вагон и одна платформа, видимо, для мусора и прочего. Кек. Именно в этот момент, когда мы уже хотели уезжать со станции, на нее и прибыл поезд, состоящий из локомотива, одной грузовой платформы и одного пассажирского вагона. Лагерей на нашем пути встречено не было. Если на 509 встречались хотя бы какие-то заросшие урочища, еще не факт, что имеющие отношение к тем самым лагерям, то на 511 не было встречено вообще ничего. Всех их ликвидировали и разобрали после окончания строительства, либо ее отмены в случае с 509. Хотя в плане кинематографичности смотрелись бы они тут еще более эпично, чем в тайге на Ямале, например. И на этом прекрасном моменте я закончу свое видео. Как обычно, если хочешь больше подобных историй, о которых все позабыли или даже не знали, подписывайся на мои Бусти, Patreon, обязательно на Телеграм-канал, чтобы не пропускать стримы, на которых мы тоже иногда много интересного рассказываем. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо Саше за помощь в создании этого видео. А мы поехали дальше снимать всякое разное. Пока-пока.